Сегодня мы попробуем немного другой формат от обычного, то есть я не буду включать музыку, я буду пытаться комментировать свои действия же на тапке Альфа, то есть ВК-4501А. В бой, дорогой игрок! Хотелось бы также, чтобы вы это как-то комментировали, то есть как лучше. Лучше, чтобы я комментировал, или лучше, чтобы звучала музыка, и вы наблюдали спокойно бой, не слушая мой голос. Так, вот сейчас мы будем наблюдать разъезд, так сказать. В этом бою, на самом деле, мне очень везло. Обычно тапок так не гнет, как здесь. Но вот здесь он что-то прям разошелся очень сильно. Попали! Ну, здесь у нас товарищи из чужой команды не обладают особыми навыками, кроме некоторых. То есть XVM показывает, что они, ну, не сказать, чтобы совсем плохо играют, но большинство средненько, так же как я, играют. Но вот артиллерия у них, конечно, так себе. Никого не хочу обидеть, потому что большинство игроков все-таки стремится свои таланты увеличивать, а не уменьшать. Но вот здесь стандартная тактика. Тайп пытается насветить нас, когда мы полезем в гору. А Вазик пытается убить, собственно, Тайпа. Могу сказать, забегая вперед, что ему это удастся. Я же, в свою очередь, пытаюсь ползти в гору. Вот у нас такой красивый танк, не крашеный, серый, немецкий. Да, это важно. Хочу отметить, что ВК мне больше нравится, чем Тигр 2. Какой крепкий орешек! Вот, кстати, я тут высунулся и получил. Почему больше нравится? Потому что у него скорости больше. Брони, вот, если правильно становиться, брони у него примерно столько же. Хотя в ТТХ написано, что меньше, но это не совсем так. То есть становимся ромбиком, и фиг-то там нас пробьешь, если дно спрятать танка. В принципе, у Тигра даже может где-то лучше шьется, потому что он больше. А скорости откатиться часто не хватает. То есть у ВКшки и откат быстрее. Вот видите, артиллерия долбит, а попасть не может. Тут я добираю ИСа. ИС, кстати, был очень игрок так себе. Здесь я с вертушки просто на ходу попадаю ИСу третьему. Кстати, попадаю. Я думал в НЛД, но попал ему в ВЛД и пробиваю. ВБР был на моей стороне. Вот, кстати, здесь было попадание уже по нижнему вроде листу. Тут начинается игра в выцеливание. И опять мне везет. Я в щеку пробиваю льва. Замечу, что в этом бою я взял мастера. Впервые на ВК. Хотя качаю его уже довольно прилично. То есть здесь 100% экипаж, но нет еще ни одного перка. Пытаюсь выкачать тапок Б, или может быть уже мышонка, не знаю. Мышонка отменили, поэтому черт его знает, что получится в конечном счете. Так, вот удар и снова в щеку прямо льва. Тут у нас РХМ светится вкусно, естественно, я его пытаюсь добрать, но меня опережают. Ну что, Е25 пытается убить меня голдой, но ему это плохо удается. Вообще, я начинаю замечать, что голда как-то... То ли я начал лучше играть, то ли в чем прикол, но она уже не так играет роль, как раньше мне казалось, скажем так. Вот Лёва получает дно. Так. Еще получает. Конечно, мне здесь повезло, что игроки не совсем так, чтобы опытные. С другой стороны, если бы они были опытные, то, скорее всего, и мастера у меня не было. И вообще команда не выиграла. Е25 вкусная. Аккуратней, или гусеницы не жалко. По 43 голдой меня все-таки ухитрился пробить. Даже в верхний бронелист. То есть не то, что в бронелист, он попал вот в эти лючки. Оба попадания были в лючки. То есть сам-то бронелист целенький.
Тут я мажу. Так, выцеливаем. И, ну, и попадаем. И здесь у нас основной калибр напрашивается. Плюс ко всему, плюс к мастеру. Тут добирают его. Ну, собственно, остается только артиллерия наша любимая. Кстати, многие не любят артиллерию, а мне кажется, это зря, потому что, ну вот что, за что ее не любить? Это очень сложная техника в освоении. Я сам начал качать недавно артиллерию из ЛБЗ и понял, что не все так просто. То есть иногда, конечно, она ваншотит, но Уничтожен. чаще всего Третий готов. это все. И заключение, ну, давай, возьми, Есть пробитие. ну хотя бы урон. На этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставьте пальчики, лайки, заходите ко мне в группу, заходите на сайтик и всем спасибо и пока.